Привет, это майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно напоролся на это видео, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Полгода назад Путин убил Алексея Навального. Убил его в тюрьме, в колонии, а если сказать точнее, то казнил. Казнил так, как это делают обычно террористы, когда казнят заложников. И у меня нет ни малейшего сомнения, что сделано это все было именно по его указанию. По указанию ватного фюрера, жалкой моли, почувствовавшей себя царем. Исполнителями этого убийства, очевидно, стали сотрудники силовых структур, и, учитывая обстоятельства, в которых находился Алексей, при которых он погиб, причастными к этому должны быть несколько человек. Это должна быть целая цепочка силовиков, которая в итоге приведет в Кремль. Как я и говорил всегда, в каждом преступлении есть кто-то, кто что-то видел, что-то слышал или что-то знает. Невозможно совершить преступление и не оставить никаких следов. Все упирается только в профессионализм тех, кто занимается его раскрытием или расследованием. В данном случае тех, кто что-то видел, что-то знает или что-то слышал, должно быть некоторое количество. Их можно разделить на заказчика, организатора, исполнителей и свидетелей. С верхушкой этой цепи все ясно. Как правило, при совершении подобных преступлений все, кто в этой цепочке находится ниже организатора, это расходный материал, представляющий угрозу и создающий риски для верхушки цепи. То есть исполнители и свидетели, если вы еще живы и смотрите это видео, то знайте, что вас, скорее всего, уберут. Сделают это тихо и незаметно для окружающих. Вопрос заключается только в том, когда и как это произойдет. Почему я решил записать это видео? Я знаю, что меня смотрят и читают много сотрудников силовых структур. Возможно, сейчас этот видеоролик смотрят даже те, кто так или иначе имеет отношение к убийству Алексея Навального. Поэтому я хочу обратиться именно к ним. Вы, как я уже сказал, если располагаете хоть какой-то информацией об этом убийстве, вы рискуете стать следующими жертвами этого преступления. Заказчик и организатор этого убийства – это не Вася с Ванькой из какой-нибудь рюмочной. Это международные преступники, обладающие абсолютной властью в стране и которым есть что терять. От вас избавиться может не так быстро и не сразу от всех, чтобы не привлекать внимания, но точно рано или поздно это произойдет. Путину и его пособникам не нужны свидетели. Поэтому, если вы меня сейчас смотрите, вы можете поделиться известной вам информацией об убийстве Алексея Навального. И я уверен, что если это необходимо, вас могут эвакуировать в безопасное место и гарантировать безопасность. Кроме того, вам готовы будут заплатить за эту информацию. Как поделиться данной информацией? Очень просто. Фонд борьбы с коррупцией ФБК продолжает вести свое расследование. Вы можете написать им по ссылкам и адресам, указанным в описании к этому видеоролику. Если вы опасаетесь писать именно им, вы можете анонимно прислать информацию каким-нибудь, например, независимым журналистам или даже мне. Контакты вы можете найти в моем телеграм-канале, также по ссылке в описании к этому видео. Неважно, как вы сделаете это. Главное – рассказать правду. Помните, что этот режим в России не навсегда. Путин сдохнет в обозримом будущем. Если вы к тому времени еще будете живы, то вам придется отвечать за содеянное. Но у вас еще есть шанс спасти себя сейчас. Попытаться очистить свою душу и совесть и остаться человеком. Переходите на светлую сторону. И помните, что выбор есть всегда. У меня на сегодня все. Для продвижения и распространения этого видеоролика я, как всегда, попрошу вас поставить лайк и поделиться им. И, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.